Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня я вам буду показывать вот такой вот простой, но роскошный узор крючком. Узор с высокими столбиками. И этот узор, несмотря на свою простоту, получается вот такой вот струящийся, полупрозрачный. Очень красиво смотрится и отлично подойдет для вязания летних и весенних кофточек, топов и маечек. Я связала уже спинку для кофточки. В следующем видео буду подробно рассказывать все детали вязания кофточки. Но в этом видео расскажу, как связать вот такой красивый узор. Узор состоит из повторяющихся 4 рядов в высоту, и в ширину раппорт составляет 3 петли плюс 1 петля. Вот кофточку я начала вязать из пряжи Янард Элеганс. Это пряжа с люрексом, поэтому она вот так вот немножко сияет. Здесь в моточке 50 грамм 130 метров я использовала крючок номер 4. Ну а второй образец я хочу связать из мерсеризированного хлопка, чуть тоньше, и использовать крючок номер 3,5, чтобы в сравнении посмотреть, как из другой пряжи будет смотреться такой красивый узор. Дорогие друзья, как я и сказала, раппорт узора в ширину составляет 3 петли, поэтому набираем количество петель для начальной цепочки кратно 3 плюс 1 петля для завершения узора. То есть я буду набирать 40 петель, и причем буду набирать не классическую цепочку воздушных петель, а я показывала в другом видео набор петель через кольцо. Этот набор имеет небольшую толщину и он эластичный. Вначале делаем на крючок кольцо, вот так вот из нити, и затем провязываем 2 петли с крючка. И вновь накидываем кольцо из нити как дополнительную петлю и провязываем эту петлю. Получается, мы набрали 2 петли для начальной цепочки. И так далее. Продолжаю набирать до нужного количества петель в начальном ряду. Если вы будете набирать цепочку из воздушных петель, как обычно, то начальный ряд может быть стянут. Вот именно для кофточки я и делала такой набор петель. Итак, набираю 40 петель для образца. Дорогие друзья, я сделала набор петель и далее начинаю вязать по схему. Также предлагаю вам отскриншотить или скопировать схему по ссылке. Смотрите, ссылка есть под видео. Там в посте будет ссылка на вязание модели таким узором, вязание кофточки, и, конечно же, ссылка на данный узор. Первый ряд начинаем вязать, поворачиваем вязание и начинаем вязать ряд из столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю. Вместо первого столбика набираем 3 воздушные петли. Далее во вторую петельку провязываем столбик с одним накидом. Далее идет 1 воздушная петля. Делаем на крючок накид, пропускаем 1 петлю начального ряда и в следующую вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом. И еще раз в следующую петлю столбик с одним накидом. После 1 воздушная петля. И далее идет повтор через петлю 2 столбика с одним накидом. Здесь этот ряд вы можете легко изменить. Если вы не хотите провязывать вот такие ячейки, можете вязать только столбики с одним накидом, сделать узор более плотный, или сделать его еще более воздушным, провязывать столбики с одним накидом, допустим, не 2, а 1 столбик, 1 воздушная петля, и так выполнять этот ряд. Я вяжу точно по схеме. Провязываю 2 столбика с накидом через 1 воздушную петлю.
Заканчиваю вязание первого ряда узора. После 2 столбиков 1 воздушная петля, и остается провязать 1 столбик с одним накидом и с последней петли начального ряда. Перехожу на вязание второго ряда, и каждый четный ряд мы будем провязывать, можно сказать, по изнанке столбики без накида. Делаю одну воздушную петлю подъема, и теперь ввожу крючок в вершину первого столбика, столбик без накида. Далее ввожу крючок за одну воздушную петлю, провязываю второй столбик без накида. Теперь по двум вершинам провязываю 2 столбика без накида и из арочки столбик без накида. И так далее повторяю до конца ряда. Провязываю столбики без накида. Начинаю вязать третий ряд узора, и третий ряд это основной ряд узора из столбиков с 5 накидами. Чтобы провязать, перейти к вязанию столбиков с 5 накидами, в начале ряда делаем 7 воздушных петель подъема. Вот, набрали 7 воздушных петель. Это количество петель соответствует высоте столбика с 5 накидами. И теперь на крючок наматываем 5 накидов. Причем лучше всего делать накиды плотно, чтобы у вас и столбик получился более плотный и ровный. Сделав 5 накидов, вводим крючок вот во вторую петельку по ряду и также плотно начинаем провязывать, спуская с крючка по одному накиду. 5 накидов провязали, затем вершину столбика, и вот получился вот такой высокий столбик с 5 накидами. И теперь из каждой петельки по ряду провязываем такой высокий столбик. Вот из следующей петли провязываем столбик с 5 накидами. Вновь делаю 5 накидов и следующий столбик. И так провязываю этот ряд. Я закончила вязать третий ряд узора из столбиков с 5 накидами. И теперь заключительный четвертый ряд раппорта в высоту провязываем столбиками без накида. Делаем одну воздушную петлю, вводим крючок вот в вершину столбика и провязываем столбик без накида. Итак, из каждой петли предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Далее мы повторяем с 1 по 4 ряд вязание узора в высоту. Кстати, если вы захотите вязать узор только рядами из столбиков с 5 накидами, обязательно провязывайте, допустим, в лицевом ряду столбики с 5 накидами, в изнаночном ряду столбики без накида, так как этот ряд столбиков без накида это как ряд закрепляющий, который позволяет узору держать форму. Вот вы видите, если так столбики смотрятся довольно рыхло, после провязывания ряда со столбиками без накида край будет более закреплен и будет ровный. Поэтому этот ряд он как закрепляет и придает узору нужную форму. Сейчас я провяжу образец на высоту нескольких повторений узора и покажу вам, как смотрится из другой ниточки такой узор. Дорогие рукодельницы, посмотрите, я связала второй образец. Узор смотрится очень красиво из пряжи с таким легким блеском, из хлопковой пряжи. И поэтому отлично этот узор подойдет для летних вещей. Кстати, это полотно красиво смотрится и с лицевой стороны, и с изнанки тоже очень красиво смотрится
вот такие высокие столбики. Поэтому берите себе этот узор на заметку для вязания легких ажурных вещей. И не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы связать вот такую замечательную кофточку из этого узора. Дорогие друзья, до новых встреч!